Hola, mi llamo Lara, soy ucraniana, pero desde hace 5 месяцев vivo en Испании. Я начала учить испанский с нуля в день своего приезда в Испанию. Сегодня поделюсь своим личным топ-5 советов, как же побыстрее заговорить на испанском. Возможно, кому-то мои советы покажутся банальными, но важно то, что это действительно работает. Проверила на себе. Совет номер 1. Если вы хотите свободно заговорить на испанском и сделать это как можно скорее, приезжайте жить в Испанию или любую другую испаноговорящую страну. Временно или насовсем решать вам, но чем дольше вы будете находиться в стране, тем лучше и грамотнее будет ваш испанский язык. На испанском говорят не только испанцы, а еще и большинство народов Латинской Америки. Испанский по количеству носителей находится на 2-м месте в мире. Его обогнал лишь китайский. Около 500 миллионов говорят на испанском с рождения, и более чем в 20 странах мира испанский является официальным языком. Правда, в этих странах он существенно отличается. В одной только Испании вы можете услышать много разных диалектов. По популярности изучения испанский стоит рядом с английским и французским. И если вы еще не определились, какой же учить язык, рассмотрите именно испанский. Совет номер 2. Сократите до минимума общение на знакомых вам языках в обычной жизни. Говорите только на испанском, и пусть это сначала будет с помощью Google переводчика, с жестами, неправильно и медленно. Неважно, главное, говорите на испанском. Я никогда не была способной к изучению языков. Учила английский в школе, сама, в группах с преподавателями, и лишь несколько лет назад стала общаться более-менее свободно. Кроме этого, я освоила еще и разговор на арабском, так как долго жила в Египте. Заговорить на испанском было легко, но изучать его оказалось не так-то и просто. И этим я буду заниматься не 1 год, так как хочу освоить испанский основательно. Совет номер 3. Для начала идите на все курсы испанского языка, которые сможете найти. В Испании много бесплатных школ для взрослых, различных классов и волонтерских ассоциаций, которые помогают с изучением языка. Но будьте готовы к тому, что преподаватели объясняют, рассказывают и общаются на испанском. Вначале я была в легком шоке от этого и не понимала, как можно учить испанский на испанском и что же делать, когда ты ничего не понимаешь. Спустя 5 месяцев у меня сложилось четкое мнение: язык должны преподавать носители и на том языке, которому учат. Еще до поездки в Испанию я знала, что здесь много бесплатных языковых курсов. Но когда все для тебя чужое, то где мне эти курсы понять не так-то и просто. Через примерно 2 недели я все-таки добилась от своего друга информацию, куда мне пойти. Ответ был такой: идешь на центральную площадь, справа здание, заходишь в него и просто говоришь, что ты хочешь заниматься испанским. Так я впервые попала в волонтерский центр, где помогают изучать испанский всем желающим. Я впервые зашла сюда и впала в ступор. Куда? Может быть, сюда? Или вот туда? А может быть, в одну из вот этих дверей? Я стояла со слезами на глазах и не понимала, кому мне надо сказать, что я хочу заниматься испанским. Я прошлась по всем этажам, посмотрела, может быть, где-то открыты двери, чтобы наверняка. Все оказалось закрытым, я спустилась на 1-й этаж и все-таки решила заглянуть за большую металлическую дверь. Здесь рады всем, из какой бы страны вы ни приехали. В большинстве случаев это беженцы из стран Африки. Высококвалифицированных преподавателей в центре нет. Помогают освоить испанский волонтеры и делают это в свое свободное время. Сейчас я прихожу на эти курсы редко. Не потому, что мне не нравится, а потому, что мне совершенно не хватает времени. Но я прихожу сюда не столько, чтобы заниматься, для того, чтобы просто побыть в очень комфортной обстановке. Вы не поверите, но на сей момент ассоциации, воспоминания с курсами на Пласа Ареналь у меня остались самые теплые. Пласа Асунсьон. Именно здесь, в свой самый первый вечер в Херес де ла Фронтера, я познакомилась с пожилым джентльменом,
который сам окликнул меня и, о боги, заговорил на английском. Американец Ро показался невероятно дружелюбным, предложил всяческую помощь, показал мне центр города. А когда узнал, что я из Украины, то сказал, что непременно познакомит меня со своей девушкой, с ее подругой, и они помогут мне устроить на курсы испанского. Через какое-то время я встретилась с дамой по имени Маргарет и Мария, замечательные две дамы из Голландии, которые таки мне помогли устроиться в коллегиум. Это школа для взрослых, где кроме испанского можно изучать и другие дисциплины, например, информатику или английский. Эти предметы изучает испанская молодежь, а на языковые курсы ходят приехавшие из других стран. Коллегиум выглядит как настоящая школа. Много аудиторий, чтобы вместить взрослых студентов, а когда заканчиваются уроки, раздается звук настоящего школьного звонка. В моем многонациональном классе есть ученики и ученицы из Марокко, Польши, Пакистана, Мали, Алжира и Сирии. С некоторыми я уже оказалась знакома по курсам на Пласа Ареналь. Думаю, теперь понятно, почему никто не будет преподавать испанский, например, на французском или украинском. Практически все курсы многонациональные, а способы преподавания языка весьма разнообразны, от книжек и грамматических упражнений до игр и конкурсов. После 2 первых занятий учитель в коллегиуме мне сказала, что в группе 1-го уровня мне делать нечего. Поэтому сейчас я занимаюсь в группе 2-го уровня вместе с Маргарет и Марией, которые были студентками весь прошлый год. Я прилетела в Херес де ла Фронтера 26 мая. Но так получилось, что полноценные курсы для меня начались только в сентябре. Потому что летом практически все языковые и не только языковые школы закрываются на каникулы. Зато теперь у меня настолько плотный график, что дважды в неделю мне приходится перебегать, в прямом смысле этого слова, из коллегиума на другие курсы. К счастью, расположены мои школы достаточно близко, все они в старом городе. Курсы, на которые я так спешу, для меня сейчас основные. Они от АКСЭМ, ассоциации, в которой я нахожусь на временной защите. Уроки обязательны к посещению, и летний лайт-режим сменился с сентября на ежедневные занятия по 2-3 часа. Мои основные курсы от ассоциации АКСЭМ находятся не просто рядом с красивым католическим храмом Сан-Марко, а расположены в одном из помещений этой большой красивой церкви. Практически каждый день во время занятий мы слышим звуки колоколов. Все католические храмы в Херес де ла Фронтера, а в центре они практически один на одном, очень красивые и заслуживают того, чтобы рассказать о них отдельно, что я непременно сделаю в одном из своих видео. Как я уже сказала, дважды в неделю у меня накладка в расписании, поэтому я немного опаздываю. Здесь помещение для занятий мало чем напоминает обычную школу. Как нам объяснил преподаватель, это здание является общежитием для тех, кто работает в церкви. Аудитории не очень похожи на классы для занятий, тем не менее нам здесь вполне комфортно. Главное достоинство этих курсов – в группе только украинцы, а преподаватели могут говорить на английском, что делает процесс получения знаний более продуктивным. Летом все, находящиеся на программе защиты, занимались вместе и всего 2 раза в неделю. После экзаменов в начале сентября нас разделили на разные группы, что также улучшило процесс обучения. Преподаватели стараются как могут. Для лучшего запоминания, например, названия продуктов, даже кормят нас испанскими вкусняшками. Итак, вернемся к топу моих личных советов. Как же быстрее заговорить на испанском? Совет номер 4. Знакомьтесь с испанцами. Заводите новых друзей, подруг, знакомых и приятелей. И общайтесь на испанском каждый день. Мои первые 3 недели в Испании было полное погружение в среду. Я жила в замечательной испанской семье, и общение было исключительно с помощью онлайн-переводчика. Это были мои первые спонтанные уроки. Я старалась запомнить названия продуктов, вещей и самые простые фразы. Мы проводили вместе много свободного времени, и, конечно, это очень помогло мне, если не заговорить, то адаптироваться к совершенно новому для меня и незнакомому языку. А вот совет номер 5 будет скорее личным опытом, который подойдет далеко не всем. Так сложилось, что через 2 недели после приезда в Испанию я познакомилась с очень хорошим человеком.
который за короткий промежуток времени стал для меня намного больше, чем хороший друг. Juan Antonio, yo quiero darte muchas gracias por tu eres en mi vida. Y tengo una pregunta. ¿Qué tú piensas para mi español en últimos 5 meses? Pues Lara, pienso que después de 5 meses tú en España, el primer mes que nos conocimos fue una conversación toda con traductor. Pasado este tiempo podemos mantener una conversación en español muy fluida sin necesidad de traductor. Aunque los verbos te pongan un poco nerviosa, yo sé que tú podrás con ello porque eres una chica muy inteligente y hablarás español perfectamente. Я думаю, что без перевода можно понять, что Хуан меня хвалит почти все время. Да, глаголы хромают. Я вспоминаю, когда мы первый месяц общались только с Google переводчиком и сравниваю это с тем, что сейчас практически свободно на любую тему мы можем говорить. Una vez, muchas gracias. Подводя итог, скажу, для меня основное в изучении языка – это общение. А студент из меня так себе, домашнее задание делать не успеваю, учить новые слова не хватает времени, а вот в общении прогресс в обучении для меня намного выше. А в комплекте с ежедневными занятиями это приносит отличный результат. Я желаю вам успеха, так же как и себе. И главное, не бойтесь говорить по-испански.